Прошлую серию мы с вами закончили здесь, в Берлине. В конце 1939 года, который сложился для Германии вполне успешно. Буквально за несколько лет после прихода к власти канцлера Адольфа Гитлера и его партии НСДАП Германия преобразилась. Униженная страна, пережившая крушение империи и позор Версальского мира, превратилась в одного из мировых лидеров. Гитлер идет от победы к победе, возвращая Германии армию, земли и величие. Да, в стране установилась диктатура, ликвидированы политические свободы, но зато впервые за долгие годы улучшилось положение дел в экономике, у людей снова есть работа, большинство немцев живут небогато, но стабильно. В конце 1939 года мирные аннексии закончились, и Гитлер начал войну против Польши. Далеко не самая слабая польская армия была разгромлена, а Варшава пала всего за несколько недель. Франция и Англия хоть и объявили Германии войну, но начать боевые действия не решились. С Советским Союзом подписан пакт о ненападении. Многие бы удивились, узнав, что год 1940 будет для Гитлера еще более успешным. Сегодня разберемся, как же так случилось, что уже к лету в мире у Германии останется лишь один противник. К весне 1940 года Германия, полностью разобравшись с Польшей и накопив силы, повернулась к Западу. Главной целью Гитлера были, конечно же, Франция и Англия. Но первыми жертвами его агрессии стали Дания и Норвегия. План вторжения в эти скандинавские страны получил название «Учение на Везере». Он был разработан в очень сжатые сроки. Детальная проработка операции началась в феврале 1940 года, а уже в апреле того же года Гитлер окончательно все утвердил. Формальным поводом для начала войны стал инцидент с танкером «Альтмарк». На борту этого немецкого судна находились несколько сотен пленных англичан, и 16 февраля 1940 года в прибрежных водах формально нейтральной Норвегии британский эсминец взял «Альтмарк» на абордаж и освободил своих соотечественников. Норвежские войска вмешиваться не стали, чем дали Гитлеру повод для оправдания своей агрессии. Вторжение началось 9 апреля. Ставка, как всегда, делалась на блицкриг. Внезапное нападение и стремительную спецоперацию с захватом столиц Дании и Норвегии за несколько дней. Армии скандинавских стран были так слабы, что их не особо учитывали при стратегическом планировании. Главным было опередить британцев. В Данию нацисты вошли силами всего 2 дивизий и 1 бригады. Практически никакого сопротивления они не встретили. О чем говорят и масштабы жертв. 2 убитых с немецкой стороны и 13 с датской. Утром того же дня германский теплоход высадил десант в бухте Копенгагена. Пехотинцы на велосипедах доехали до Королевского дворца и вступили в перестрелку с охраной. Король Кристиан X приказал капитулировать. Война полностью уместилась в промежуток между завтраком и обедом. С Норвегией пришлось повозиться немного подольше. При высадке десанта в Осло норвежцам даже удалось потопить немецкий транспортник с несколькими сотнями солдат. Впрочем, уже после следующей атаки столица Норвегии пала. Король бежал на север, где скрывался в лесу, а в Осло было сформировано пронацистское правительство во главе с Видкуном Квислингом. Его имя стало нарицательным для слова «предатель». Во время событий в Норвегии на первые роли в европейской политике выступает Уинстон Черчилль. Будучи первым лордом Адмиралтейства, министром морского флота, Черчилль настоял на отправке в Норвегию британского экспедиционного корпуса. Высадка в Норвегии предполагалась той же весной 1940 года. Гитлер сорвал планы англичан, опередив их буквально на несколько дней. Зато на море британцы смогли продемонстрировать свой класс, нанеся 10 и 13 апреля поражение германскому флоту возле норвежского Нарвика. После этого в Нарвике был высажен десант, который занял плацдарм, но был он, этот десант, слаб и малочисленен. Британцы продержались в Норвегии до начала июня, когда катастрофическое положение после поражения Франции вынудило их отправиться на родину, которой всерьез угрожало вторжение гитлеровцев.
Вместе с ними эвакуировался норвежский король и правительство. К середине июня нацисты оккупировали всю территорию Норвегии. Зачем вообще немцам понадобились скандинавские страны, у которых не было ни сильных армий, ни флота, и расположены они были глубоко на периферии и не имели серьезного влияния на происходящие в Европе события? Почему вдруг Норвегия стала ареной довольно серьезных баталий между Германией и Англией? Зачем понадобилось захватывать безопасную, в смысле военной угрозы, Данию, с которой, кстати, у нацистов был заключен пакт о ненападении? Причин было несколько. Во-первых, немецкое командование рассчитывало использовать норвежские порты для обеспечения господства в Северном море. В качестве одной из причин неудач германского флота в Первой мировой адмиралы называли неудачное расположение баз. То есть фактически они продолжали готовиться к прошедшей уже войне и хотели исправить допущенные тогда ошибки. На самом деле эти базы не сильно им помогут, что мы увидим дальше. Во-вторых, ценность представляла железная руда, которую добывали в нейтральной Швеции и поставляли в Германию через норвежский порт Нарвик. Генералы убедили фюрера, что блокировка этих поставок англичанами может повредить военной промышленности. Позже выяснится, что захват Скандинавии и здесь сыграл против нацистов. Им приходилось снабжать Норвегию энергоресурсами. Тогда в Северном море еще не было огромных разведанных запасов нефти. Нужно было держать там немалый воинский контингент в 300 тысяч человек, которые бы очень пригодились вермахту где-нибудь под Сталинградом. А вот железной руды у немцев было более чем достаточно после захвата Франции. В итоге и вовсе получилось, что Германия больше экспортировала товаров в Норвегию, чем получала из нее. Но если мы не захватим Норвегию, это сделают солдаты Великобритании. Примерно такими аргументами командование убедило Гитлера начать операцию, и на тот момент они оказались правы. Захват Дании и Норвегии стал очередным успехом фюрера, который получил, как он думал, важные территории и ресурсы, а также утер нос англичанам. Поражение в Норвегии вызвало правительственный кризис в Англии. Премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен взял на себя вину за провал и ушел в отставку 10 мая 1940 года. Новое правительство сформировал Уинстон Черчилль, рвавшийся в бой. Мы снова во Франции, на линии Мажино. Все понимали, что после Дании и Норвегии наступит черед Франции, и возлагали на линию Мажино большие надежды. По состоянию на 1939 год все оборонительные сооружения Франции были поделены на 25 секторов. На юге это была Альпийская линия. Она защищала границу с Италией. На западе находилась главная часть, собственно, то, что мы привыкли называть линией Мажино. Это укрепленные районы Мец и Лаутер, а также Рейнский фронт. На франко-бельгийской границе уже непосредственно была протянута оборонительная линия, которая называлась продолжением линии Мажино. Она была гораздо менее капитальной, чем западная часть, и общая длина всего этого дела, всех укреплений от Италии до Атлантического океана составляла 1150 километров. Основными боевыми единицами линии Мажино были малые форты, по-французски «Petit ouvrage», и большие форты «Gros ouvrage». Малые форты состояли из 2-4 блоков, то есть вкопанных в землю сооружений, соединенных между собой подземными тоннелями на глубине 20-25 метров. Также под землей находились казармы, кухня, больница, склады, электростанция и прочие служебные помещения. Блоки закрывали сверху бронированными колпаками, в которых были оборудованы огневые точки для пулеметов и противотанковых пушек, ну или другого вооружения. Малый форт мог иметь бронебашню для ведения пулеметного или артиллерийского огня. Чтобы противник не мог подойти вплотную к форту, вокруг него строили еще несколько огневых точек. Каждый форт мог существовать автономно на протяжении достаточно длительного времени, нескольких недель или даже месяцев, если оказывался в окружении. По сути, это был такой аналог подводной лодки, только на суше. Подземный тоннель блокировался герметичными дверями и защищал бойцов от даже газовой атаки. Всего таких малых фортов было около 100.
Если малый форт был своеобразным сухопутным аналогом подводной лодки, то большой форт — это самый настоящий подземный город. В них могли автономно жить на протяжении нескольких месяцев до 1000 человек. Большой форт разделялся на несколько частей – жилую, хозяйственную и боевую. Между собой они соединялись подземными ходами, по которым была проложена узкоколейная железная дорога. Боевая часть, то есть огневые точки, обычно располагались на возвышенности, чтобы контролировать подходы. В больших фортах были выдвигаемые из-под земли башни. Если противник вел артиллерийский огонь, башня пряталась под землей. Когда начиналось наступление французских войск, башня поднималась и поддерживала их уже своим огнем. В жилой части находились казармы для рядовых и комнаты для офицеров, кухни и госпиталь, где врачи могли в том числе и проводить срочные операции. В хозяйственной части были электростанция, насосная станция для подъема артезианской воды из собственной скважины, топливные цистерны, установка для вентиляции и фильтрации воздуха. У каждой крепости был секретный замаскированный выход на поверхность, специальная штольня для сточных вод и морг для погибших или умерших от болезни защитников. Поскольку линия Мажино была французским сооружением, то в больших фортах были, конечно же, предусмотрены и винные погреба. Больших фортов на линии Мажино было более полусотни. По первоначальному плану расстояние между фортами не должно было превышать 3-5 километров. В этом случае они могли поддерживать друг друга огнем во время нападения противника. А благодаря дотам вся линия Мажино должна была превращаться в простреливаемое насквозь пространство. Необходимая численность гарнизона рассчитывалась исходя из соотношения 1 защитник на 10 атакующих. К 1939 году на линии Мажино было размещено 300 тысяч человек при общей численности немецкого вермахта в 3 с небольшим миллиона. То есть, по идее, гарнизон соответствовал поставленной задаче. Давайте вернемся на Западный фронт. По состоянию на начало весны 1940 года здесь у союзников было все так же без перемен. Ничего не происходило, кроме небольших локальных перестрелок, хотя война вроде бы как шла уже больше полугода. Британское и французское командование точно так же продолжало придерживаться стратегии ожидания, параллельно переругиваясь друг с другом. В марте 1940-го во Франции сменилось правительство, и новым премьер-министром стал Поль Рейно. В отличие от своего предшественника Даладье, Рейно рвался в бой и постоянно предлагал различные военные планы, например, высадиться в Норвегии или разбомбить советские нефтепромыслы в Баку. Но на деле стратегия союзников не изменилась, а вот Гитлер и командование вермахта твердо решили покончить с войной на Западе. План вторжения во Францию получил название «Гельб», то есть «желтый». 10 мая началось вторжение в Бельгию и Нидерланды. Немецкому десанту удалось захватить шлюзы, не дав голландцам применить свою излюбленную тактику и затопить страну. Еще в 18 веке голландцы разработали специальный план создания водного барьера на случай вторжения врагов. При необходимости они могли искусственно вызвать подъем воды на уровень 40-60 сантиметров, чтобы предотвратить перемещение артиллерии и затруднить движение пехоты. 14 мая Люфтваффе подвергла жесткой бомбардировке город Роттердам. Город был сожжен. Погибло 900 мирных жителей, 85 тысяч остались без крова. После уничтожения Роттердама немецкое командование пообещало точно так же уничтожить и остальные голландские города, если Нидерланды не капитулируют. Капитуляция была подписана на следующее же утро. Чуть лучше ситуация для союзников обстояла в Бельгии. Бельгийский король все-таки разрешил, наконец, союзникам войти на свою территорию. И наступление вермахта вроде бы как удалось остановить западнее Брюсселя. Но оказалось, что это были со стороны немцев не более чем отвлекающие маневры. Основной удар планировалось нанести в другом месте. 45 немецких дивизий и 2000 танков были брошены на прорыв через Арденны, горы на стыке границ Франции, Бельгии и Люксембурга. Их целью было прорвать французский фронт и выйти к Ла-Маншу. 10 мая началось решительное наступление немецких войск на этом направлении. По мнению французских военачальников, наступать через Арденны было невозможно.
А даже бы если бы и удалось протащить через горы какие-то танки, дальше их ждала река Маас. Мосты через нее были заминированы, а на берегу были рассредоточены пехотные части в железобетонных дотах. В учебниках, по которым учились французские генералы, было написано, что в такой ситуации противник должен подтянуть артиллерию и долго и занудно бомбить укрепленные позиции. Немцы же наплевали на все старые правила ведения войны и учебники, написанные по ним. Они обрушили на французов лавину огня и всего за один день, 13 мая, наладили переправу через Маас. Попытка союзников ликвидировать этот плацдарм закончилась провалом. Оказавшись за Маасом, германская армия получила свободу действий. Сейчас мы знаем про план решительным ударом к Ла-Маншу окружить главные британские и французские армии. Тогда же могло показаться, что главным направлением станет тыл линии Мажино. Мы помним, что главная ее задача – защищать богатые ресурсами восточные провинции Франции. Пока эти регионы не потеряны, армия могла продолжать сражаться. Некоторые части вермахта действительно повернули на юг. 15 мая в бой пришлось вступить гарнизону малого форта Ля-Ферте. Этот форт состоял из 2 блоков, соединенных подземной галереей. У форта была бронебашня, на которой стояло различное вооружение. В бронеколпаках блоков были огневые точки, в которых располагались пулеметчики. Гарнизон Ля-Ферте насчитывал 107 человек. Несколько дней нацисты безуспешно пытались штурмовать форт. Окружили его с 3 сторон. 18 мая в ход пошли 88-миллиметровые пушки. Выяснилось, что они, хоть и не пробивают бронеколпаки, но так глубоко проникают в сталь, что вызывают страшное сотрясение и выводят из строя защитников. Всем французам пришлось покинуть свои позиции и укрыться в блоках Ля-Ферте. К вечеру бойцы вермахта смогли подобраться вот к этой вот бронебашне и взорвать ее. Сейчас она находится как раз вот в том положении, как и взорвалась. Ночью немцы начали штурм блоков. Они уничтожили все укрепления и забросили внутрь блоков взрывчатку. Начался пожар. Нацисты установили пулемет возле выхода, ожидая, что французы либо попытаются пробиться, либо сдадутся в плен. Но этого не произошло. Под землей происходила трагедия. Гарнизон покинул горящие блоки и спустился сюда, в галерею, которая их соединяла. Покидая блок номер 1, защитники закрыли газонепроницаемые двери. А вот блок номер 2 они покидали в панике, и двери были не закрыты. Ранним утром 19 мая в блоке номер 1 взорвались боеприпасы. В итоге герметичные двери были разрушены. Из обоих блоков в подземную галерею начал поступать дым. Защитники надели противогазы, но они плохо помогали против угарного газа. Последний раз гарнизон Ля-Ферте вышел на связь с командованием в 5:39 утра 19 мая. Никаких изменений в ситуации. 6 часов, как мы носим противогазы. Тяжелый черный дым заполнил галерею. Люди вынуждены держаться за кабели, чтобы не упасть на землю от взрывов. Больше нет света, и ситуация пугающая. Лейтенант рядом со мной. Мы попытаемся взобраться в блок 2. Немцы попытались пробраться внутрь блоков утром 19 мая, но им это не удалось. Во-первых, из-за ядовитого дыма, а во-вторых, по ним был открыт огонь из пулемета. Видимо, стрелял последний оставшийся в живых защитник Ля-Ферте. Войти внутрь подземной галереи нацисты смогли лишь 2 июня 1940 года. Они нашли там тела всех 107 защитников форта. Лейтенант Буржиньон, командовавший гарнизоном, был найден в своей комнате в блоке номер 1. Он поднялся туда, закрыл дверь изнутри на ключ, сел за стол, снял противогаз, сложил руки и встретил свою смерть. В июне, когда сопротивление французов на севере было уже сломлено, германское командование запланировало глобальное наступление и на линию Мажино. В нескольких местах им удалось прорваться, в других форты стояли насмерть. Бои часто принимали крайне упорный характер.
Крупные крепости Гроз-Увраж нацистам взять так и не удалось. Некоторые из них продолжали сопротивляться до июля, когда уже давно была подписана капитуляция. При этом гарнизоны уговаривали сдаться французские же командиры, перешедшие на службу коллаборационистскому режиму Виши. Завершая разговор о линии Мажино, нужно сказать, что причина поражения французов была не в ней. Конечно, французские генералы и политики не были идиотами. Они бы с удовольствием построили линию Мажино прямо до Атлантического океана. Однако это было невозможно. И дело не только было в деньгах. На севере находилась Бельгия, союзник Франции времен Первой мировой. Бельгийская армия была довольно многочисленной и хорошо обученной. Строить стену на границе с Бельгией значило вызвать вполне обоснованные подозрения, что ты собираешься бросить союзника на растерзание немцам. В 1936 году Бельгия объявила, что будет сохранять нейтралитет в случае войны. Это было довольно серьезным ударом для французов. Тут-то они, конечно, бы и собрались переделать линию Мажино вдоль бельгийской границы, но денег на это уже не было. Весь военный бюджет уходил на строительство танков и самолетов. Границу перекрыли лишь наскоро возведенными оборонительными сооружениями. Все понимали, что немцы нанесут удар именно через Бельгию, но никто не ожидал, что этот удар будет настолько мощным. Ожидалось, что войска союзников и бельгийская армия смогут оказать сопротивление, а восточные регионы Франции, защищенные линией Мажино, будут помогать им ресурсами. Того, что случилось, не ожидал никто. Полный разгром французских сил на севере сделал сопротивление линии Мажино бессмысленным. Чисто технически линия свою задачу выполнила. Прорваться через нее сколь-либо многочисленным немецким войскам не удалось. Проблема была в другом. Поверив в непреодолимую силу своих укреплений, французские руководители и военачальники не уделили достаточно времени и сил созданию современной армии и отработке новых методов ведения войны. Поэтому линия Мажино им, по сути, и не пригодилась. Основные же силы нацистов ударили в направлении Ла-Манша. Французская армия, как полгода назад польская, оказалась рассечена на части, разбита и потеряла управление. Добавляли хаоса беженцы. 8 миллионов человек, спасаясь от наступающих немцев, бежали на юг Франции, заполняя собой дороги и мешая подводить подкрепления. К 21 мая немецкие части в Нормандии вышли к Ла-Маншу. Бельгия оказалась отрезанной от остальной группировки союзников и была вынуждена капитулировать 28 мая. Британские и французские части оказались заперты в районе города Дюнкерк, где произошло чудо, возможно, в итоге перевернувшее ход войны в будущем. Историки до сих пор спорят, почему Гитлер не стал уничтожать окруженного возле Дюнкерка противника. Он отдал приказ на несколько дней приостановить наступление. И этих нескольких дней англичанам хватило, чтобы организовать небывалую в истории спасательную операцию. С помощью британского флота и сотен мелких частных судов, вплоть до рыболовецких катеров, армия была эвакуирована через Ла-Манш на родину. Больше 300 тысяч солдат были спасены от смерти или плена. В действиях французских войск тоже были светлые моменты. Приказ на формирование 4-й бронетанковой дивизии в районе города Лан был отдан уже после начала немецкого наступления, 10 мая. На следующий день командование дивизией принимает будущий президент Франции Шарль де Голль. 17 мая в 4 утра де Голль выдвигает свои скудные силы на северо-восток в направлении деревушки Монкорне. Она имеет важное стратегическое значение. Через деревню транзитом проходят грузы, снабжающие первую танковую дивизию вермахта. К полудню 17 мая французские танки совершают прорыв и выбивают немецкие войска из восточной части Монкорне с большими потерями для немцев. Из-за отсутствия поддержки и прикрытия с воздуха 19 мая дивизия де Голля начинает отступление на исходные позиции. Эта контратака войдет в историю как подвиг. Но это был лишь локальный успех, который никак не повлиял на исход кампании в целом. 5 июня немецкие войска совершают перегруппировку в соответствии с довоенными планами.
Группа армии Б располагается на западе, вдоль Соммы до Буржуа. Группа армии А дислоцируется от Буржуа до Мозеля. Группа армии С находится на востоке. Им противостоят 3 французские группы армий. 3-я от океанского побережья до Ремса, 4-я от Мааса до Монменди. Эти 2 армии образуют так называемую линию Вейгана, которая усиленно укреплялась с 20 мая. За линией Мажино находится 2-я группа армий. После эвакуации в Дюнкерке весь левый фланг союзных войск перестает существовать, и во фронте образуется огромная дыра от Кале до Люксембурга. В эту дыру устремятся немецкие дивизии. 9 июня после ожесточенных боев группа армии Б разбивает французскую оборону и выходит к Сене. Танковые части группы армии А прорывают позиции 4-й французской армии у Шалон-сюр-Марна и двигаются на юг. Немецкие войска оказываются в нескольких километрах от Парижа. 14 июня Париж сдают без боя. Французское правительство бежит в Бордо. В таких условиях во французском правительстве власть перешла к сторонникам капитуляции. Как я уже говорил, странная война деморализовала и французскую армию, и французское общество. А военные поражения, казалось бы, окончательно похоронили идею, что Германии можно сопротивляться. Еще в мае премьер Поль Рейно перед лицом надвигающейся катастрофы призвал во власть победителей 1918 года, 84-летнего маршала Филиппа Петена, которого назначил вице-премьер-министром, и генерала Максима Вейгана. Он занял пост главнокомандующего армии. Предполагалось, что Петен и Вейган смогут что-то сделать, спасти Францию в условиях, когда фронт трещал по швам. И они тоже так думали, но в своем ключе. Уже 29 мая Вейган предложил Рейно прекратить борьбу и заключить перемирие. Таких же позиций придерживался вице-премьер Петен. Рейно предложение отклонил и даже заверил посетившего Францию Уинстона Черчилля: «Мы не сложим оружие, если его не сложите вы». Но после падения Парижа 16 июня премьер-министр Рейно ушел в отставку. Его место занял Петен. Уже на следующий день Петен в радиообращении к нации призвал французов прекратить борьбу и обратился к Германии с предложением заключить перемирие. Гитлер предложение принял. Мы с вами снова в Компьенском лесу. На том же самом месте во Франции, где в 1918 году германское командование подписало перемирие, которое, по сути, стало капитуляцией Германии в Первой мировой войне. 22 июня здесь было подписано второе Компьенское перемирие. По требованию немцев это произошло в том же самом вагоне, в котором подписывалось первое злополучное соглашение. На сей раз, наоборот, глава германского генштаба принимал побежденных французов. Гитлер участвовал в первой части церемонии и демонстративно покинул ее после оглашения преамбулы текста перемирия. Мы находимся в Виши, небольшом курортном городке к юго-востоку от Парижа. Сейчас здесь живет всего 25 тысяч человек. Это один из самых маленьких городов Франции. Он известен своими минеральными водами, а также созданной благодаря этим водам одноименной марки косметики. Во второй половине 19 века Виши стал одним из любимых мест для отдыха французской знати. Было здесь и шале у императора Наполеона III. Виши при Наполеоне III преобразился. Здесь появился железнодорожный вокзал, а также вот это вот здание. В нем располагалось казино и оперный театр. Ему, как и городу в целом, суждено было войти в мировую историю, причем со знаком минус. Именно сюда, в Виши, после падения Парижа и подписания второго Компьенского перемирия, бежало французское правительство. Почему выбрали именно Виши в качестве места для новой столицы? Все просто. Крупные города типа Марселя не устраивали из-за вероятности восстания. Париж был занят немцами, а у Виши было очень много плюсов. Всего несколько тысяч жителей, можно контролировать буквально каждого, удачное расположение примерно в центре Франции, железнодорожная станция, крупный телефонный узел. В общем,
Петен и его правительство нашли здесь то, что искали. Вот в этом театральном зале бывшего казино, сейчас он называется Дворец Конгрессов, 10 июля 1940 года состоялось заседание Национального собрания, состоявшего из депутатов и сенаторов, избранных на вполне честных демократических выборах еще до войны. Подавляющим большинством голосов было принято решение передать диктаторские полномочия маршалу Петену. Решение при этом не было единогласным. 569 депутатов проголосовали за, 80 против, еще 20 воздержались. В сегодняшней Франции голосовавшие против считаются героями. Здесь в Виши на стене Дворца Конгрессов есть мемориальная табличка в их честь. И наоборот, голосовавшие за после войны будут люстрированы. Им пожизненно запретят быть депутатами любых уровней. Давайте представим себе, что чувствовали все эти люди, собравшиеся здесь, в стенах Дворца Конгресса города Виши. Здесь были все главные политики Третьей Республики. Их страна потерпела катастрофу. Армия разгромлена, нация деморализована, дальнейшее сопротивление бессмысленно. Так считало большинство депутатов, кроме тех 80, которым теперь мемориальная доска за моей спиной. Лучше сохранить хотя бы то, что осталось. Осколок вроде бы свободной Франции, который создается здесь, на юге. Так считали остальные. А чтобы избежать новых потрясений, стоит передать все полномочия маршалу Петену. Так и проголосовали. Маршал Петен был национальным героем и национальной гордостью Франции. Он родился в 1856 году, а военным решил стать в начале 70-х годов XIX века, после унизительного поражения родной страны во франко-прусской войне. На вершину славы Петена вознесла Первая мировая. Петен командовал сначала полком, затем бригадой, затем дивизией, затем армией, затем стал начальником генштаба, а заканчивал войну главнокомандующим армией Севера и Северо-Востока. Также стремительно он рос и в звании. Бригадный генерал, дивизионный генерал и, наконец, в ноябре 1918 года, после Компьенского перемирия, маршал Франции. Петен приложил руку ко всем знаковым событиям Первой мировой войны. Битве на Марне, когда лишь чудом французам удалось отстоять Париж, Верденской мясорубке, где во многом была сломлена военная мощь Германии, и многим другим. Как военачальник, Петен отличался осторожностью. Он требовал наступать лишь тогда, когда операция хорошо подготовлена, думать о возможных жертвах, беречь жизни солдат и младших офицеров. Неудивительно, что для большинства вернувшихся с войны ветеранов он был не просто героем-победителем, но человеком, который, возможно, спас им жизнь. После Первой мировой войны Петен стал очень популярным политиком консервативных взглядов. Идеалом для него была не демократия, которая, по его мнению, делала Францию слабой, а сильное вертикальное государство во главе с диктатором. После нападения Гитлера на Францию весной 1940 года 84-летний Петен был назначен вице-премьером с почти неограниченными полномочиями. Это назначение легендарного маршала должно было сплотить нацию. Но вышло совсем не так. Франция очень быстро потерпела поражение и была вынуждена подписать акт о капитуляции в Компьенском лесу. Акт о капитуляции предусматривал разделение страны на две части. Север, включая Париж и все побережье Атлантического океана с Бордо, переходили под немецкую оккупацию. Остальная же Франция, южная часть страны и колонии сохранили как бы независимость. Стоит отметить эту важную отличительную особенность нацистской оккупации Франции. Французам на первых порах позволили создать квазинезависимое государство. Маршал Петен не был назначен на свой пост Гитлером. Его избрало вполне демократическим путем легитимное национальное собрание. Это еще один принципиальный момент. Мы часто представляем себе режим Виши как марионеточный режим нацистской Германии, что абсолютно верно. Но нужно помнить, что создали его не немцы. Виши не был оккупирован вермахтом.
а голосование в этом дворце конгрессов проходило не под контролем вооруженных сил Германии. Итак, вместо Французской республики возникло французское государство. Был упразднен национальный девиз «Свобода, равенство, братство». Его заменили на «Работа, семья, Родина». Марсельеза была запрещена, вместо нее гимном стала песня «Петен, мы с тобой». Столицей этого славного французского государства стал городок Виши, а маршал Петен, как уже я рассказывал, получил диктаторские полномочия. Парламент мог собираться только с его разрешения, и за все время этого не произошло ни разу. Вскоре правительство ликвидировало и все местные и муниципальные органы управления. Условия, в которых новое правительство приступило к своим обязанностям, были далеко не самыми простыми. Французская армия по условиям перемирия была сокращена до 100 тысяч человек, настолько же, насколько в 1918 году сократили немецкую, а в 1941 году французскую армию и вовсе по требованию немцев распустили. Правда, вишистскому правительству разрешили не сокращать войска в колониях. Гитлер рассчитывал использовать их в войне против Великобритании. Весь флот подлежал демобилизации. Чтобы не допустить передачи боевых кораблей Франции в руки Гитлера, английский премьер-министр Уинстон Черчилль отдал приказ уничтожить французские корабли, стоявшие в бухте Мерс-эль-Кебир в Алжире. Разумеется, предупреждать об этом французов никто не стал. Британская авиация нанесла удар и потопила французский флот вместе с 1500 французских моряков. Эти события сильно испортили отношения между Францией и Великобританией и были использованы Гитлером в своей пропаганде. Комментируя условия капитуляции, глава французского нового этого государства Петен заявил: «Наше поражение стало результатом нашей распущенности. Состояние вседозволенности разрушило все, что было создано духом жертвенности. Поэтому я призываю вас в первую очередь к интеллектуальному и моральному возрождению». Оккупация нацистами севера Франции формально предполагалась как временная. Утверждалось, что это сделано для того, чтобы заставить Францию выполнять взятые на себя обязательства до подписания окончательного мирного договора. Чего так никогда и не случилось. При этом, по факту, немецкое командование создавало на демаркационной линии полноценную границу с пунктами пропуска и таможенного контроля. Любые перевозки грузов через эту линию могли осуществляться лишь с разрешения администрации Рейха, а гражданам для прохода границы требовалась справка о неотложных обстоятельствах, например, о болезни или смерти близкого родственника. Часто для оказания давления на Петена немцы вообще перекрывали демаркационную линию и запрещали кому-либо ее пересекать. В октябре 1940 года Петен встретился с Гитлером и убедил фюрера отпустить часть французских военнопленных. При этом 1,5 миллиона человек остались в немецком плену, по сути, в качестве заложников. Их окончательное освобождение должно было произойти после подписания мирного договора. Остроты этой ситуации придает то, что половина из этих 1,5 миллиона сдались в плен именно по призыву Петена. Вытащить их из лагерей он так и не смог. Тогда же, в октябре, Петен призвал нацию сотрудничать с нацистами, в том числе и для облегчения судьбы сограждан, находящихся в плену. По-французски сотрудничать «коллаборе». От этого слова произошло название вишистского и всех подобных режимов – коллаборационистские. Капитуляция Франции – это очень важный эпизод в ее истории. Дело в том, что страна фактически взорвалась изнутри. Среди всех коллаборационистов, сотрудничавших с Гитлером, Петен был уникален тем, что его реально поддерживали многие французы. Это было вызвано в том числе и тем, что вишистское правительство возглавили действительно уважаемые во Франции люди. Лидерами коллаборационистов стали национальные герои Петен и весьма популярный экс-премьер Пьер Лаваль. Ни в одной оккупированной стране на сторону Гитлера не переходили политики такого уровня. Кстати, если фигура Филиппа Петена вызывает активные споры даже в сегодняшней Франции, то оценка Лаваля вполне однозначна. Это классический коллаборант, усердно проводивший политику в интересах оккупантов, что в полной мере иллюстрируется его высказываниями вроде этого.
Я восстановлю с Германией и Италией нормальные и доверительные отношения. Эта война неизбежно приведет к возникновению новой Европы. Чтобы создать эту Европу, Германия ведет гигантские битвы. Я желаю победы Германии, потому что без нее завтра большевизм утвердится повсюду. Свобода печати, собраний, манифестаций была ликвидирована. В стране началась охота на коммунистов и либералов. Петена часто именовали просто маршал, и это воинское звание во Франции превратилось в некий аналог титула фюрер. Началось насаждение культа личности Петена. Пропаганда рисовала маршала как человека, который спас страну от гибели, и ставила в один ряд с такими историческими личностями, как Жанна д'Арк и Наполеон Бонапарт. Свои собственные полномочия Петен сравнивал с абсолютной монархией. Сходству способствовала и форма обращения, которой он пользовался в официальных документах. «Мы, маршал Франции, глава французского государства, постановляем». Да, Петен построил на юге Франции типичную фашистскую диктатуру своего времени, совершенно в духе гитлеровской Германии, Испании Франко или Италии Муссолини. Вертикальное государство, которое объединяет власть и собственность, возглавляемое диктатором с неограниченными полномочиями, построенное на репрессиях, тоталитарной пропаганде и культе личности вождя. Но именно таковым идеал государства видел сам Петен. Как это ни покажется странным, но режим Виши был моментально признан не только странами оси, не только Советским Союзом, от которого с учетом его положения в войне на момент лета 1940 года это было ожидаемо, но и Соединенными Штатами, и Канадой, и Австралией. Петен провозгласил во Франции начало национальной революции. Была объявлена борьба и с международным капиталом, и с интернациональным социализмом. Вишистский режим отрицал либерализм, космополитизм, светский характер государства и прочие упаднические ценности. Вместо этого началось то, что мы бы сейчас назвали борьбой за духовные скрепы. Теперь гражданские права имели только урожденные французы, то есть те, у кого отцами были французы. Остальные были признаны мигрантами и прав оказались лишены. Хуже всего, понятное дело, пришлось евреям, которым на официальном уровне запретили заниматься любой коммерческой или промышленной профессией. А с 1942 года начали вообще отправлять их в концентрационный лагерь и лагерь смерти Аушвиц. В 1941 году евреи-ветераны Вердена написали коллективное письмо своему маршалу с просьбой прекратить репрессии. Письмо осталось без ответа. Француз значит католик. При республике церковь во Франции была лишена государственных субсидий. Петен же вернул государственное финансирование католической церкви. Католицизм стал государственной религией. Церковь должна была стать инструментом воспитания подданных. Вишистский министр просвещения Жак Шевалье вообще выступал за то, чтобы передать церкви все школы во Франции, чтобы воспитывать в подрастающем поколении христианский дух. Церковь превратилась в инструмент пропаганды. Священники проповедовали, что разгром Франции в войне – это божья кара за распущенность. Жералье, архиепископ Лиона, в 1941 году говорил, что видит впечатляющие совпадения между учениями церкви и словами маршала. Также этому архиепископу принадлежит авторство фразы «Франция – это Петен, Петен – это Франция». Другой скрепой вишистского режима стала семья. Во Франции перед войной наблюдался демографический кризис. Рождаемость оставалась невысокой и была не способна покрыть яму, оставленную колоссальными потерями во время Первой мировой войны. Вишистская пропаганда объявила о том, что виной низкой рождаемости является распущенность французов, и особенно француженок. И с этим начали бороться. Было принято законодательство о поддержке многодетных семей. Пропаганда вещала о том, что француженки не должны заниматься карьерой, а они прежде всего матери. В так и непринятом вишистском проекте Конституции Франции даже предполагалось, что отцы и матери в многодетных семьях на выборах должны иметь не один голос, а 2 или 3 по числу детей. Одновременно с этими мерами, которые можно назвать пряниками, были и кнуты. Шла борьба с абортами. Боролись вишистские власти и за моральный облик французов. Например, был принят закон, ограничивающий работу ночных клубов и прочих злачных мест. Шла борьба с проституцией, которая до войны была легальна. В 1941 году вступила в силу Хартия труда,
которое предусматривало создание единого государственного профсоюза. В него должны были вступить все французские рабочие. Зарплаты в различных секторах экономики устанавливало тоже государство. Это может показаться удивительным, но на первых порах режим Петена поддерживали многие французы, причем вовсе не только фашисты. Главная отличительная черта Франции 20-30-х годов – всепроникающий пацифизм. Раны Первой мировой были так глубоки, что общество категорически не желало новой войны. Поэтому после первых поражений французской армии в мае 1940 года предложение заключить перемирие с Гитлером воспринимались в целом спокойно. И поэтому же создание французского вишистского государства одобрил избранный демократическим путем парламент. Впрочем, и желающих служить новому правительству с оружием в руках тоже было немало. Даже будущий президент Франции Франсуа Миттеран во время войны сначала поверил в идеалы Виши, был чиновником режима Петена и даже успел несколько месяцев послужить во французском аналоге СС, который назывался Легионерская служба порядка. А кто-то и воевал за страны оси на фронте. Так вишистский гарнизон Мадагаскара вполне серьезно сражался с войсками союзников, которые пытались отбить остров. Около 6 тысяч французских добровольцев служили в антибольшевистском легионе на Восточном фронте. Потом они стали дивизией СС «Шарлемань». Однако, чем дальше, тем больше людей разочаровывались в режиме Виши. Все плюсы национальной революции не отменяли главного – страна была под контролем Рейха. В ноябре 1942 года нацисты оккупировали всю страну. Гитлер опасался, что даже лояльное вишистское правительство может выйти из-под контроля, вступить в сговор с англичанами и американцами и организовать высадку десанта на Средиземноморском побережье. Опасения были небезосновательными. Тайные переговоры об этом действительно шли. В итоге всего за день немецкие войска прошли через вишистскую Францию, никакого сопротивления им оказано не было. Единственный военачальник, который приказал войскам выйти из казарм и сражаться с врагом, был арестован собственными офицерами. Его звали Жан де Латер де Тассиньи. Позже он бежит из тюрьмы, примкнет к силам сопротивления и в итоге поставит свою подпись под актом о безоговорочной капитуляции Германии в ночь на 9 мая 1945 года. После оккупации юга Франции было объявлено об объединении двух частей страны. К концу войны правительство Петена постепенно деградировало до обычного марионеточного режима, который занимался только борьбой с партизанами. Формально режим Виши просуществовал до освобождения Парижа союзниками в августе 1944 года. Петена нацисты за несколько дней до этого эвакуировали в Германию, чтобы создать некое правительство в изгнании. Но сотрудничать с ними дальше маршал не стал. После победы Петена судили и приговорили к смертной казни, но президент Шарль де Голль заменил престарелому маршалу смерть на пожизненное заключение на острове Е в Атлантическом океане, где Петен и умер в 1951 году. Германия относилась к Франции как к завоеванной стране. Конечно, во Франции и близко не было того, что пришлось пережить оккупированным территориям СССР. Но при этом Германия все равно изымала из французских территорий все возможные ресурсы. В стране не хватало топлива, к 1943 году бензина вообще будет хватать только для государственных машин. Наблюдался дефицит всех возможных товаров, в магазины стояли огромные очереди. Еда была по карточкам, часто продукты и вовсе пропадали из магазинов. Французы даже в городах постепенно приучались жить с подсобных хозяйств. Уровень жизни во Франции искусственно поддерживался низким. Это было нужно для того, чтобы привлекать французских рабочих в Германию. Вся Франция была обвешана плакатами, рекламирующими работу в Германии как единственный способ для француза содержать семью. С 1943 года, когда у Рейха начались проблемы, началась и прямая насильственная мобилизация французов и угон их на работу в Германию. Период оккупации в современной Франции называют «черными годами». Факт массового коллаборационизма сейчас уже никто не оспаривает. В 1995 году пришедший на смену Франсуа Миттерану президент Жак Ширак признал участие Франции в Холокосте и попросил прощения. А в 2009 году Верховный административный суд Франции признал ответственность режима Виши
За депортацию по меньшей мере 80 тысяч евреев в лагеря смерти. Да дело и не только в решениях высшего руководства. Миллионы французов трудились на заводах и фабриках, производя для Рейха самолеты, авиационные двигатели, грузовые автомобили. Все это потом использовалось для бомбардировок Англии, СССР, а в конечном итоге и для борьбы с самими французами в 1944 году. Но главное, во Франции признали и приняли, что такой эпизод в истории их страны был. Не пытаются его скрыть, а наоборот, стараются понять, почему так произошло и как не допустить повторения подобного в будущем. Следует отметить отдельную и очень неприятную правду о правительстве Виши. В 1940 году оно именно само, начало предпринимать меры по решению еврейского вопроса. Уже в августе 1940 года правительство Виши отменило закон, запрещающий пропаганду расизма. А в октябре того же года ввело в действие свой первый закон, резко поражающий евреев в правах, как на юге Франции, так и во всех ее колониях. Тысячи евреев были и вовсе лишены гражданства задним числом. Первыми жертвами политики режима Виши стали десятки тысяч иностранных евреев, оказавшихся во Франции в качестве беженцев. Именно французские власти, а не нацисты, стали помещать их в так называемые специальные лагеря. Хотя спустя время их ждали уже нацистские концлагеря и лагеря смерти. Летом 1942 года следом за евреями-беженцами нацисты пришли за французскими евреями. В Аушвиц отправились уже французы еврейского происхождения, и правительство Виши этому никак не противилось. В Париже ныне действует один из крупнейших музеев и центров изучения Холокоста – мемориал Шоа. Шоа – это слово, которым обозначают Холокост на иврите. Сегодня у дверей практически каждой школы Парижа и других городов Франции висят мемориальные доски в память об учениках, уничтоженных в лагерях смерти из-за действий режима Виши. Внутри школ другие таблички с поименным списком погибших. Всего было депортировано 11 400 детей, и все они названы поименно. Давайте перенесемся из Виши в Париж, чтобы поговорить о том, как была устроена жизнь в оккупации здесь, во французской столице. За моей спиной знаменитое кабаре «Мулен Руж», символ истинно парижского легкомыслия. Оно открыло свои двери еще в конце 19 века и продолжает работать по сей день. Что же было с ним и со всеми аналогичными заведениями во время господства нацистов? Давайте разберемся. Начнем с того, что отношение нацистов к французам как таковым было неоднозначным. Дело было в происхождении. Французы — это потомки одновременно германских племен, кельтов, римлян и еще кучи народов. Поэтому с точки зрения нацистской расовой теории французы воспринимались арийцами, но неполноценными. Уничтожать французов не планировалось, но на хорошее к себе отношение они рассчитывать могли с трудом. Гитлер говорил: у французов вместе с арийской кровью есть кровь, которая всегда будет нам чужда. Такая вот философия. Поэтому Гитлер хотел после победы Францию максимально ослабить. Сразу после разгрома Франции в 1940 году Германия заставила Петена вернуть Эльзас и Лотарингию. Но Гитлер на этом не остановился. Восточные регионы страны, например, Бургундия, где процент германской крови с точки зрения нацистской теории был максимальным, был передан под германскую колонизацию. Планировалось эти территории тоже включить в состав Рейха, причем большую часть французского населения региона, это была 5-я часть населения всей Франции, планировалось выселить. Столица Франции, Париж, среди всех оккупированных Рейхом территорий находился на особом положении. Помогла репутация, которая была у этого города еще до войны. Париж воспринимался как европейская, а значит и мировая столица культуры, моды и, самое главное, развлечений. Даже для Гитлера, который на словах презирал декаданство Запада, Париж значил многое. Фюрер мечтал побывать в этом городе. Это была мечта любого европейца тех времен, только, разумеется, небогатому венскому художнику было не так-то просто купить билет. Зато лидеру победоносного Третьего Рейха никакой билет был не нужен. И уже в июле 1940 года, вскоре после капитуляции Франции и падения города, Гитлер приехал в оккупированный Париж.
Гитлер бродил по городу, заглянул в Лувр, сфотографировался у Эйфелевой башни, посетил гробницу Наполеона. Это, говорит, был лучший момент моей жизни после того, как ушел от гробницы. В общем, Гитлер вел себя как обычный турист. Он был в восторге от города и много месяцев вспоминал об этом визите. Он говорил Шпееру, своему придворному архитектору: «Разве Париж не прекрасен? Но Берлин должен быть красивее. Когда, говорит, мы закончим перестройку Берлина, Париж будет только тенью». Этот образ Парижа, как культурной столицы Европы, конечно, не то чтобы спас город, но изменил его судьбу под оккупацией. Гитлер решил сделать Париж развлекательным центром своей империи, курортом для офицеров вермахта. Так что под оккупацией Париж выглядел своеобразно. В городе фактически не действовали все те строгие законы по охране нравственности, которые принимались в Виши. В Париже функционировали театры, ночные клубы, кабаре. Мулен Руж продолжала свою работу, но ее ограничили до танцевального и песенного шоу. Именно во время войны в Мулен Руж начнет выступать Эдит Пиаф, будущая величайшая французская певица. И именно концертами в Мулен Руж Пиаф сделала себе имя. Пиаф была связана с сопротивлением, но немцам до конца войны так и не удалось ее за это привлечь. Певица даже ездила в Германию выступать перед французскими рабочими и военнопленными в лагерях. В мюзик-холлах оккупированного Парижа начал свою карьеру и другой, будущий великий шансонье, Ив Монтан. Впрочем, большую часть отдыхающих немецких солдат интересовали развлечения попроще. Париж стал центром немецкого секс-туризма. Несмотря на принимаемые вишистскими властями законы о борьбе с проституцией, в городе совершенно легально действовали десятки борделей. К работе в них привлекали французских девушек. Некоторые шли на эту работу, потому что иначе было сложно прокормить семью. По этой же причине многие французские девушки встречались с немецкими военными. Командование вермахта не только не запрещало такие контакты, но и наоборот поощряло их. Исходя из взглядов нацистов, развращенная нация является слабой, то есть немецкие солдаты выполняли долг перед Рейхом, ослабляя Францию. Судьба девушек, вступивших в связь с немцами после войны, была печальна. Их объявили предательницами, избивали и всячески издевались. Обычным наказанием для первых лет после войны было обрить такой девушке голову и с позором прогнать по улице. Так пострадали тысячи француженок. Но вернемся в 42-43. Париж тогда выглядел странно. Несмотря на обилие развлекательных заведений, внешне город уже не блистал, как до войны. Ночью уличное освещение не зажигали, отчасти ради маскировки, отчасти чтобы не жечь дорогую электроэнергию. До войны Париж назывался городом света. Во время войны к нему прикрепилось другое название – «Черный город». Не хватало не только света. На парижских бульварах замолк гул автомобилей. Немцы конфисковали все топливо, которое можно было изъять. Вместо такси в Париже появились велорикши, а молочники и разносчики еды даже использовали собачьи упряжки. Впрочем, с едой тоже были проблемы. В городе действовала, как и во всей Франции, карточная система. Но она не спасала. Постоянно из продажи исчезал то один товар, то другой. Более-менее нормально питаться могли только те, кто служил немцам. А большая часть парижан вынуждена была буквально выживать, продавая на барахолках вещи немецким офицерам или заводя дома кроликов и кур в тайне, потому что санитарные нормы никто не отменял. Ближе к концу войны отмечались случаи, когда парижане вынуждены были употреблять в пищу собак, кошек и крыс. Хуже всего, конечно, было евреям. Сразу после входа немецких войск в город начались грабежи домов богатых евреев. Погромы организовал немецкий посол. С 1942 года парижские евреи были обязаны носить на одежде желтую звезду. Тогда же начались облавы, когда СС и парижская полиция массово задерживали евреев. После этого они, как правило, отправлялись в лагеря на территории Польши и Германии. В окрестностях Парижа были транзитные лагеря, куда сгоняли евреев до отправления их в лагеря смерти. Крупнейшим из таких лагерей был Дранси. Через него прошло около 70 тысяч евреев, большинство из них погибли. Осенью 1940 года Вторая мировая война пришла на Балканы. Причем инициатива, как ни странно, исходила не от Гитлера. Территория Балканского полуострова считалась сферой интересов Муссолини, итальянского дуччо. В апреле 1939 года Италия без особых проблем за несколько дней аннексировала Албанию,
Впоследствии территория королевства стала площадкой для дальнейшей экспансии на Балканах. Муссолини был империалистом. Он мечтал о создании большой Италии, напоминавшей Римскую империю, и поэтому претендовал не только на Балканы, но и на Северную Африку, существенную часть Ближнего Востока и юг Франции. Однако к началу войны Италия была не очень готова. Не хватало бронетехники и обмундирования, флот устарел, но, что самое главное, промышленность была слишком слаба и не могла быстро нарастить производство недостающей техники. Понимая все это, Муссолини не особенно стремился влезать в боевые действия и оттягивал этот момент насколько возможно. Лишь в июне 1940 года, когда Франция была уже разгромлена, он побоялся не успеть к разделу пирога и отправил войска на захват Прованса. Закончилось это не слишком удачно. 20 июня Муссолини приказал начать решительное наступление в Альпах, но оно моментально было остановлено защитниками линии Мажино. 5 французских дивизий смогли сдержать 32 итальянских. От полного позора итальянцев спасло лишь то, что 22 июня Франция капитулировала перед Германией, а 2 дня спустя и перед Италией тоже. Но в результате этого неудачного похода итальянская оккупационная зона на юге Франции получилась существенно меньше той, на которую рассчитывал Муссолини. Исправить ситуацию и вернуть славу фашистскому оружию предполагалось на Балканах. 28 октября 1940 года Италия предъявила ультиматум Греции, потребовав разрешения своей армии войти на территорию страны и занять стратегические объекты. Греческое правительство, конечно, ответило отказом. Сейчас эта дата, 28 октября, отмечается в Греции как национальный праздник. День Охи, то есть день нет. Началась война, и у Италии снова возникли серьезные проблемы. Хотя численность итальянской армии вторжения почти в 3 раза превосходила силы греков, серьезного успеха фашисты добиться не смогли. Итальянцы оказались не готовы к условиям зимней войны в горах. Их моральный дух не шел ни в какое сравнение с моралью греческой армии, защищавшей свою родину. Напомню, что в тот момент, осенью 1940 года, в континентальной Европе не осталось ни одного государства, продолжавшего сопротивление странам оси. А вообще во всем мире в противоположном Гитлеру и Муссолини лагере была только Великобритания. Никто не ожидал, что маленькая Греция сможет оказать сколь-либо серьезное сопротивление. Да, греков чем могла поддерживала Великобритания, однако силы были слишком уж неравны. Тем удивительней, что итальянское наступление было очень быстро остановлено. Более того, греческая армия стала развивать успех и отбросила захватчиков на территорию Албании. Муссолини в ярости отстранил генералов, ответственных за операцию, а в марте 1941 года прибыл в Тирану, чтобы лично командовать новым этапом войны – мощным, конкретным весенним контрнаступлением, которое закончилось столь же оглушительным провалом, как и первоначальный этап кампании. Поняв, что дело пахнет керосином для всех стран оси и что с такими союзниками каши не сваришь, за дело взялся Гитлер. 6 апреля 1941 года вермахт начал вторжение на Балканы, в Грецию, а также в Югославию, где незадолго до этого произошел военный переворот, и прогитлеровское правительство было отстранено от власти. Ни югославская, ни греческая армии оказать сопротивление нацистам не могли. Очередной блицкриг развивался успешно. Буквально за считанные дни все было кончено. 17 апреля югославское командование подписало безоговорочную капитуляцию. Страна была разделена на части между Германией, Италией, Болгарией и Венгрией. Хорватским националистам, усташам, позволили провозгласить независимость Хорватии, а вокруг Белграда сохранилось марионеточное сербское государство. Но фактически и Сербия, и Хорватия были оккупированы странами оси и не обладали никакой самостоятельностью. В стране развернулось масштабное партизанское движение, причем партизанских армий будет даже несколько. Самыми сильными были коммунистические партизаны Иосифа Броз Тито и монархисты-четники генерала Дража Михайловича. В конце войны Югославия станет одной из немногих стран Европы, которые освободят себя сами с минимальным участием армии союзников. Одновременно с этим вермахт захватил Грецию.
27 апреля немцы вошли в Афины, а 2 дня спустя достигли южной оконечности Пелопоннесского полуострова. Греция тоже капитулировала и была разделена на 3 зоны оккупации – немецкую, итальянскую и болгарскую. Под контролем греческих сил какое-то время оставался только остров Крит, который оборонял британский гарнизон. Крит Германия захватила в мае 41-го в ходе операции «Меркурий». На остров сбросили парашютистов, и они заняли аэродромы для посадки транспортных самолетов. Незапланированное вторжение на Балканы прошло очень успешно. Итальянцы не могли справиться с Грецией полгода. Немцы же сделали это за 3 недели, да еще и захватили попутно Югославию. Казалось бы, все просто прекрасно. Однако сам Гитлер в конце войны называл Балканскую операцию причиной своей военной катастрофы и вспоминал недобрым словом Муссолини, который его вынудил отвлечься на завоевание Греции. Почему? Потому что это наступление отвлекло существенные силы вермахта и заставило на 1,5 месяца отложить нападение на СССР. Именно этих нескольких недель в итоге не хватит Гитлеру, чтобы завершить русскую кампанию до начала осенней распутицы и зимних холодов. Конечно, это было лишь самооправданием. Главную роль в победе над нацизмом сыграла вовсе не погода, а героическое сопротивление Красной Армии и жителей нашей страны. Но в истории не бывает мелочей, и стойкость греков, сумевших дать отпор войскам Муссолини и заставивших Гитлера отвлечься от подготовки нападения на СССР, тоже внесла свой вклад в общую победу человечества над нацизмом. К началу июня 1941 года Германия полностью властвовала над европейским континентом. Франция, Польша, скандинавские страны, кроме Швеции, и Балканы оказались под контролем Гитлера. Основные государства либо прямо вошли в состав нацистского блока, как Италия или Венгрия, либо были формально нейтральны, но находились с Рейхом в тесном контакте, как Испания и Португалия. Из числа стран, вступивших в войну в 1939 году, к 1941 только Великобритания продолжает сражаться. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender.